Путешествовать – это значит жить. Так сказал знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен. А для меня путешествие – это еще и лучший способ отпраздновать свой день рождения. Вместо пышных застолий, звона бокалов и шума гостей я выбрала поездку в удивительно красивый город с волшебными видами, сказочными панорамами и многими интересными вещами. Итак, сегодня в свой день рождения я вас приглашаю в Ронду, испанский городок в провинции Малага. Ронда. Городок, который находится в провинции Малага, соседней с Кадисом. Вообще Андалусия включает в себя 8 провинций. И сегодня я приехала в соседнюю провинцию Малагу, чтобы посмотреть на город, который очень хвалят. Будем разбираться, за что и почему в Ронде так много туристов. Добирались на автомобиле. Дорога от Херес-де-ля-Фронтера до Ронды заняла около 2 часов. Это с учетом одной остановочки на кофе. Остановились в отеле Арунда 2, обзор на него в отдельном видео, и сразу отправились гулять по городу. Ронда предлагает большой выбор достопримечательностей на любой вкус, но мы первым делом отправились вот сюда – Пласа де Торас де Ронда. Эта арена для поединков с быками открыла свои двери в 1785 году. Она не самая старая в Испании, но одна из первых, построенная полностью из камня. Вход на территорию платный – 8 евро с одного человека. Здесь можно увидеть не только интересные выставки, связанные с корридой. Также тут находится дворянское королевское общество верховой езды и действующая школа. Все это очень увлекательно, ну что уж скрывать, мы, как и многие туристы, здесь именно из-за этого. Арена для боя быков. Само Пласа считается не очень большим, всего-то 5000 посадочных мест, но вот площадка для корриды самая большая в Испании. Давайте заглянем за кулисы этого своеобразного, весьма жестокого зрелища. Вот по таким коридорам пробегают быки свой последний путь. Ощущения такие себе. Мысли были только о том, что же чувствуют животные в момент перед выходом на арену. Старинная дверь-перегородка. Не знаю, могла ли она защитить Матадора от разъяренного быка, но что-то сомневаюсь. Сейчас отсеки для быков закрывают тяжелые металлические двери, которые открываются канатами сверху. Все для безопасности людей. О быках здесь думают совсем в другом формате. Ну что, спускаемся вниз, туда, где перед корридой находятся быки. Сегодня я попала в удивительное место. Это самая настоящая площадка для корриды. Не такая маленькая, как я была в одной из деревень, а реальная, серьезная площадка для корриды. Именно сейчас я нахожусь в том месте, откуда выходят быки на эту самую площадку. Здесь 8 огромных, просто нереальных каких-то дверей со сложной системой открывания и закрывания. Я чувствую запах быков, не поверите. И, такие себе очень своеобразные ощущения. Смотрится очень мощно. Я не знаю, как себя чувствуют эти люди, которые работают с быками, но уф. А сейчас зайдем в комнату, где находится перед корридой разъяренный бык. Как же чувствует себя он в этом маленьком и жутковатом пространстве? Ну а теперь пройдем тот путь, по которому несется взбешенное животное. Признайтесь, о чем сейчас ваши мысли? О Матадоре в сверкающем костюме или об окровавленном тяжело дышащем быке? Далеко не все Пласа де Торас в Андалусии являются музеями. Это одно из уникальных мест, находится оно в городе Ронда и действительно производит впечатление. Я думаю, мои слова здесь излишни. Смотрите. Я использовала арену для мирных целей. Здесь отличная фотозона.
Настоящая коррида проводится в этом месте 2 или 3 раза в год. Обычно это случается весной и летом. Осенью ничего здесь не происходит, поэтому работает музей. Но оказалось не совсем так. При выходе с Пласа я увидела большую афишу о серии боев в сентябре. Так что лучше узнавать расписание, а вот музей работает круглый год, за исключением тех дней, когда на арене проходит коррида. И немного о выставках. Именно это посвящено искусству боя быков. Экспонаты выставки рассказывают об истории народного праздника корриды. Также вы здесь увидите костюмы известных тореадоров и уникальные вещи, которыми они пользовались на арене. Ну а это, по всей видимости, головы самых известных убитых быков. Хотя, если честно, эту информацию я не уточняла. Тореадоры и быки здесь представлены в разных видах, даже в таких необычных. А вот на этой лестнице я застряла минут на 30. Сейчас объясню почему. Абсолютно каждая ступенька украшена керамическими плитками с изображением быков. И сколько я не рассматривала, ни одна картинка не повторилась. А в завершении мы поднялись на самый верх, чтобы посмотреть, как же арена выглядит целиком. Признаюсь, к корриде я пока не готова. Да и не знаю, буду ли готова вообще. Но вот Пласа де Торо меня просто завораживает. Как всегда, мне хотелось купить абсолютно все с изображением быков в сувенирном магазине. Но, признаюсь, цены достаточно высокие. Поэтому ограничилась веером. В Андалусии эта вещь крайне необходимая. Бросаем финальный взгляд на памятники известных тореадоров и отправляемся гулять по Ронде. Старый город. Здесь находится самая знаменитая достопримечательность. Итак, мы в самом сердце города с названием Ронда. Все как обычно, в любом европейском городе: площадь, памятник, красивые деревья. Но самое интересное вот там, с другой стороны. Давайте посмотрим. Вот теперь мне стало понятно, почему Ронду называют городом, парящим над пропастью. Красота просто невероятная. Особенно мне понравилось вечером, на заходе солнца. Ущелье, которое мы видим внизу, называется Эль-Тахо. И создается впечатление, что Ронда прямо висит на отвесных скалах. Каменный мост, ведущий через ущелье, называется Пуэнте-Нуэво. И с него открываются потрясающие виды. Почему-то первая ассоциация у меня, когда я попала на это место, с Каменец-Подольским. Не знаю почему, что-то есть общее. Вот так выглядит мост со стороны. Строительство этого грандиозного сооружения, по-другому сказать нельзя, началось в 1759 году и продолжалось целых 34 года. Архитектор Хосе Мартин де Андуэла удачно вписал мост в природный ландшафт и общий архитектурный стиль Ронды. К сожалению, во время строительства этой красоты погибло более 40 человек, включая самого архитектора. Да и сегодня случается так, что люди выбирают мост для сведения счетов с жизнью. На нашем пути Ла Сьюдад, самый старый район города, настоящий лабиринт из старинных кварталов, тупиков и извилистых улочек. Особо наблюдательные могут заметить извилистые пешеходные тропинки в самом низу ущелья. Вход туда разрешен в светлое время суток. Не зря говорят, что в каждом красивом месте нужно побывать как минимум 3 раза в разное время суток. Вчера на заходе солнца это была одна красота, ночью это выглядело совершенно по-другому, потому что все подсвечивалось. С утра солнце повернуто так, что вид получается совершенно отличающийся от вчерашнего. Я очень рада, что мы пришли сюда с утра. И прежде чем отправиться в еще одно уникальное место, прогуляемся по Ронде, освещенной яркими солнечными лучами. Сказать, что я рекомендую этот город к посещению, это очень мало. Ронда – одно из самых красивых мест в Испании.
И это не только мое личное мнение, а еще и общепризнанный факт. Именно поэтому в городе так много туристов. Впереди нас ждет еще одна уникальная природная достопримечательность Испании. Но это уже совсем другая история. И чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Тогда вы точно узнаете все самое интересное об Андалусии, регионе, который называют настоящей Испанией.